Запись разговоров прямо из коробки. Рабочий модуль NFC для бесконтактной оплаты. 4G сети ловят Wi-Fi и Bluetooth на борту. Телефон продается в любом магазине техники. Ультра низкая стоимость. Мини-джек для проводных наушников тоже есть. Молниеносная разблокировка по сенсору отпечатка пальцев и есть разблокировка по лицу. Тротлинг-тесты по мне проходят на ура. В танке в него играю уже 2 недели. Полет нормальный. Я его разыгрываю, сейчас о нем расскажу. Tube 820, всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, канал домашний, я все еще ценю ваше время. Рассказываю все максимально быстро и емко о том, что мне интересно. Каждый месяц разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов в описании много, читаем, участвуем, подписываемся с колоколом. А сейчас я назову для вас 10 основных фактов об ультрабюджетном смартфоне Realme C21, который я купил как первую пробу ультрабюджетника для канала. Если вам зайдет, буду продолжать обозревать такое. И наберется 1000 лайков, я его разыграю. Условия будут в ролике. Первое. Упаковка прямо ультра-эконом, как и комплект. Блок зарядки на супер скромные 10 Вт, кабель для зарядки, притом еще и микро-USB, телефон и все. И мало того, что в комплекте нет чехла, так даже заводской защитной пленки на экране смартфона нет. Прямо супер-ультра-эконом. Второе. Зарядка по допотопному кабелю микро-USB. И занимает она с 0 до сотки почти 3 полных часа. Притом за час телефон заряжается только на скромные 45%. Ладно, главное заряжает. Притом батарея вывозит минимум день, а обычно 2. Держит хорошо, аккумулятор на 5000 мАч и хватает его на бодрых 11 часов непрерывного воспроизведения YouTube при подключении по Wi-Fi. Третье. У телефона минимальный вес и габариты. Даже есть ощущение, что в руках игрушка. Но с другой стороны, для меня так оно и было. Я постоянно играл в него в танке. Очень удобно, я вам скажу. Пусть и на скромных настройках, но фризов и лагов я не наблюдал. Даже отсутствие алиафобки, если честно, не напрягало. Можно играть в принципе во все, но требовательные игры будут идти с приличными фризами. Четвертое. В лоток для сим-карт можно поместить карту памяти и 2 физические симки. Проверял, все работает. Лоток не прорезинен, а это значит, даже намека на номинальную защиту от влаги в телефоне нет. Что в принципе неудивительно, учитывая его стоимость. Пятое. Очень приличные характеристики оперативной памяти и процессора для данного прайса. Мало того, что Realme загрузил в аппарат 64 гигабайта встроенной памяти, так в нем еще и 4 гига оперативы, что в ультрабюджетнике от именных брендов встречается нечасто. Все спеки вы и сами сейчас видите. Шестое. Экран. Да, он здесь скромный. HD+, притом яркости на солнце вам однозначно хватать не будет. Но опять же, часто вы пользуетесь смартом, направив на него солнечные лучи. У меня в Санкт-Петербурге при всем желании это сделать получается крайне редко. Погода в основной части России не шепчет и не располагает к таким тестам. А так 6,5 дюймов экран с бровью и неравномерными рамками. Конечно, только 60 Гц, но в целом экран мне понравился. Откровенных засветов и других болезней я не наблюдал. Заполнение 89,5%, максимальная яркость здесь приличная, 400 кандел на метр квадратный. Единственное, сильно печалит отсутствие алиафобки. Опять же местами, потому что протирать аппарат нужно довольно часто. Седьмое. LTE на борту, 4G ловит без проблем. Бенды есть все, тач-отклик быстрый и точный. Корпус удобный, даже без чехла из рук не выскальзывает. Почти нет системных предустановок, как у многих других брендов, так что чистить вам телефон не придется сразу после покупки. Восьмое. Процессор как в синтетике, так и при реальном использовании отрабатывает по мне на ура. Не думал я, что Mediatek может порадовать стабильностью. Да, попугаев в Antutu здесь по минимуму, в то же время результаты тротлинг-тестов радуют довольно сильно. Разумеется, есть Bluetooth 5 версии, Wi-Fi, GPS, датчик освещенности, датчик приближения, датчик магнитной индукции и акселерометр. Девятое. Основная камера на 13 мегапикселей и есть довольно бесполезный ночной режим. Ширика при этом нет, как и какой-либо стабилизации. Максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps. В целом меня камера устроила полностью. На смарте все выглядит вполне прилично. Понятно, что при просмотре на телевизоре вы увидите мыло вместо картинки. Ночная съемка здесь швах, но по мне для повседневного и инсты достаточно. Эффект боке получается, если будете делать портретные снимки. И разумеется есть слоумо, макрокамера и панорама. Вот вам пример работы камеры. Тест фронталки в пассаже. Вот такой вот пассаж. Все еще в Петербурге отреставрированный. Говорю тихо, через маску. Место все-таки культурное. Хотя и магазин. Дом армянской церкви Святой Екатерины. Отель Бельмонт и Русский музей. Вот там вдалеке. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Пасмурно. Собор Спаса на Крови. Петербург. И Михайловский сад тоже на проветривании, к сожалению.
большая конюшина и здесь ДЛТ. Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, ужасный ветер и, конечно же, Эрмитаж. Вот так вы будете снимать в Петербурге в не очень хороших условиях. Петербург, набережная, вот так можно снимать красоты с руки. Это одна из последних записей. Выглядит неплохо. Освещение хорошее. Я уверен, что если вы будете что-то снимать, то вряд ли вас картинка разочарует. Опять же, не 4К, а 1080p и всего 30 fps. Тест селфи-камеры Realme C21. Не сказал бы, что она ужасна. В принципе, все тот же бюджетник, просто это супер бюджетник. Продолжаем тест. И если с двух рук, опять же, снимать, ну, я бы не сказал, что даже плохо. Даже как-то неплохо, опять же, для домашней съемки. Realme C21 все еще тест видео 1080p 30 fps, Невский. И вот так с двух рук, если плавно будем вести, мы будем наблюдать картину потом на наших телевизорах или смартфонах. 10. Цена. Это самое приятное в данном смартфоне. Сканер отпечатков пальцев, тот же процессор, что на Realme C11, 15 и 20, но прайс почти везде одинаковый. Около $116 на распродажах на Али. В других сетевых магазинах на $20 дороже. По ссылке в описании к видео в рублях телефон сейчас выйдет 8700 рублей без учета кэшбэков. Понятно, что промики нужно брать и понятно, что нужно использовать купон продавца. Ну, все как всегда у Али. И не забываем проверять промокоды в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Недостатки. Олеофобки нет. Гидрогелевая пленка, конечно же, компенсирует отсутствие олеофобки, но ее еще нужно наклеить. Скромный комплект, однозначно не игровой смартфон. Плохая автояркость, нет ширика, нет стереозвука, звучание, как и вибро, довольно печальное. Да, и расположение динамика, как и сканера отпечатков пальцев, на пластиковой задней панели по мне уже не особо разумно. Все уже от этого отошли. В Genshin Impact можно играть только на ультра-минимальных настройках, нет ИК-порта, слабый процессор, микро-USB, что совсем неприятно, нет быстрой зарядки, и это лютый фейл, чехлов в продаже уже море, звук вызывающего динамика кому-то может быть слабоват. Нет FM-радио, хотя много где оно заявлено, автоматическая регулировка яркости не супер, я не советую ей пользоваться, разумеется, нет защиты от влаги и нет беспроводной зарядки. А для участия в розыгрыше данного смартфона стандартно. С вас подписка на этот канал и канал для стримов, все в описании, и коммент с ответом на вопрос, стоит девайс своих денег или нет, или что-то есть лучше. Резюмирую, советую, батарею держит, все нужные приложения летают, сканер отпечатков пальцев работает быстро, как и разблокировка по лицу. Wi-Fi LTE стабильная, вообще нареканий по девайсу лично у меня нет. За данный ценник ему только Xiaomi конкуренты, и то не во всем. Завтра, если хотите, на канале для стримов сравню его с Poco M3 прожаркой, который также можно будет умудриться купить за такой же ценник. И обзор на него вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Завтра обзор на новые умные часы от Xiaomi Halo. Ставим лайк за труды и подписываемся с колоколом. Спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, друзья.